Всех приветствую, друзья, на связи Данкин. В этом видео я расскажу про последнее бета-обновление, которое скоро станет доступно всем игрокам. Новая система расчета наград за бой и доработанный экран завершения боя. Разработчики решили переделать механизм выдачи наград и звезд за бои. В старой системе были следующие проблемы. Невыгодно играть с игроками более высокого ранга. Проще выйти из боя. Награда за длинный бой такая же, как и за короткий. Если бой затягивается, то проще выйти из боя. За поражение игрок не получает ничего, даже если он сражался до конца и потратил много сил. Новая система наград должна решить эти и другие проблемы. Для сравнения покажу, какой награда раньше была у меня и какая она сейчас. На профиле конфедерации в режиме 1.1 и 2.2 доход вырос примерно на 4000, а на профиле сопротивления на 6500 зеленых кредитов. Награда за сопротивление выше, так как у меня есть клановый статус и лучше прокачано умение командира. Оценить величину награды за победу в турнире сложно, так как я успел сыграть всего несколько боев, и турнир завершился. Раньше за победу в турнире с профиля конфедерации я получал почти 40 тысяч зеленых кредитов. Это без бонуса за первую победу. Сейчас за победу над противником на 3 ранга выше я получил 63 тысячи зеленых кредитов. Конечно, немногие побеждают при такой большой разнице рангов, поэтому правильнее будет взять базовое значение бонуса за сильного противника. Получается 52 500 зеленых кредитов. Доход за отдельно взятый бой вырос на 12500 кредитов. И еще один скриншот, но за сопротивление. За короткий бой я получил 61 500 зеленых кредитов, учитывая бонус за первую победу. А ранее за любой бой в турнире я получал примерно 49 тысяч зеленых кредитов, вне зависимости от продолжительности боя. Чем дольше идет бой, тем выше коэффициент увеличения награды от бонуса за продолжительность боя. Более того, теперь даже за поражение можно получить награду и звезды. У меня был бой в режиме 2 на 2, где я проиграл за 58 минут. Этот бой вы могли видеть в видео на моем канале. В итоге я получил 3 звезды и почти 9000 зеленых кредитов. Хочу обратить внимание, что это единственный пример видео, которое я привожу до урезания наград. Дело в том, что разработчики допустили ошибку в расчетах, из-за чего у некоторых игроков награды были просто космическими. Говорят, есть игроки, которые за победу в турнире получали 280 тысяч зеленых кредитов. В пятницу разработчики уменьшили базовые награды и некоторые коэффициенты бонусов. Поэтому награду за поражение можно поделить примерно на половину. Тогда получим актуальное число на сегодняшний день. Это 4500 кредитов, что тоже весьма неплохо. Ну и остается посмотреть на награду скирмиша. Видим, что выросла она примерно на 3500 кредитов. Хочу обратить внимание на еще один момент. Я сыграл бой в скирмиш с Жадел и получил чуть-чуть больше кредитов, чем он. Казалось бы, что у моего напарника высокий клановый статус элита и базовая награда выше из-за ранга. Но получилось так из-за моего высокого текущего винрейта, 94%. Бонус за винрейт значительно увеличивает награду. Получается, что для заработка нужно стараться не затягивать бои и проигрывать как можно реже. Такие игроки будут получать больше наград, чем игроки, которые будут специально увеличивать время боя и проигрывать. Вместе с увеличением наград переделали окно завершения боя. Итоги боя теперь разделены на два окна. В первом игрок может посмотреть статистику боя до загрузки небоевого интерфейса игры, то бишь мастерской. Во втором окне мы видим персональную статистику, какие бонусы получил игрок и как он перемещается по рейтингу. Все красиво анимировано, и на любой элемент интерфейса можно нажать, чтобы получить подсказку. С наградами закончили, двигаемся дальше. В настройках боя добавлена новая функция, которая отключает автоматическое открывание меню быстрого заказа юнитов после установки точки сбора. Проблема заключалась в том, что после установки точки сбора через меню быстрого заказа юнитов меню опять открывалось. Это занимало некоторое время, что лишний раз отвлекало. Опытные игроки пытаются выиграть каждую секунду, поэтому вначале заказывают юнитов, а только потом ставят точку сбора. И в этом случае повторное открывание меню их сильно отвлекало. Теперь повторное открытие этого меню можно отключить. Еще одна фишка, которая добавлена для удобства игроков. Здание можно строить двойным тапом. Для этого выберите здание и быстро нажмите в одну клетку 2 раза. Также остался старый способ установки зданий через команду подтверждения. Эта фишка может пригодиться игрокам, которые играют одним пальцем. Им не нужно будет переносить пальцы от здания к кнопке подтверждения, что опять же сэкономит время. Визуальные изменения. Разработчики изменили иконку для юнитов с осадным режимом. Ранее визуально было трудно отличить режим перехода в осадный режим и обратно. Новые иконки теперь проще различить.
Это поможет в бою отдать правильную команду юнитам и избавиться от ситуации, когда игрок случайно складывал походный режим своих юнитов и терял свою боевую эффективность. Ну или просто терял всю свою армию. Теперь, если у вас не хватает электроэнергии, то появляется красная полоска. В истории боев теперь видно звание всех игроков в режиме 2 на 2 и скирмиш. На этом обзор обновления завершен. Из новостей хотелось еще предупредить игроков о том, что продажа аккаунтов в игре запрещена. На днях разработчики сбросили аккаунт топ-2 игроку в мировом рейтинге. Со слов разработчиков, они предупреждали этого игрока 2 раза о том, что он нарушает правила пользовательского соглашения, и если он продолжит продавать аккаунт, то его сбросят. Игрок проигнорировал разработчиков и продолжил продавать аккаунт. Такие вот новости. Если видео было полезно, то поддержите его лайком и напишите комментарий. Мне будет приятно, и я продолжу делать такого рода обзоры. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. На днях я создам новый аккаунт и запишу цикл видео по развитию профиля без доната. Благодарю за просмотр и удачи на полях сражения. You cashed in